Всем привет, меня зовут Николай. Сегодня продолжаю курс лекций по микромагнетизму. И сегодня будет самая важная лекция этого курса. Так что, если вы не смотрели предыдущие лекции, то посмотрите их, но не обязательно. А вот сегодняшняя лекция, она прям обязательна к просмотру, иначе будет не все так понятно и не все так очевидно. На прошлой лекции мы поговорили о том, что вообще такое микромагнетизм, что такое континуальное приближение, что на входе микромагнитной модели у нас есть. Это усредненные параметры, никаких волновых функций, как в квантовой механике. И была такая фраза, что динамика намагниченности, она описывается не уравнением Максвелла, а уравнением Ландау-Лившица. И вот сегодня как раз я хотел бы разобрать некие подробности о том, что такое уравнение Ландау-Лившица, что такое эффективное поле и какие вариации есть уравнения. А потом посмотреть, какие же есть решатели для микромагнитных задач и какое программное обеспечение есть уже на данный момент, и как им пользоваться, то есть какие есть подводные камни у численного расчета. Итак, уравнение Ландау-Лившица было записано, как ни странно, Ландау и Лившицем еще в 1935 году. В этой статье они фактически ввели вот это уравнение, которое получили из неких соображений симметрии, показали, что вектор намагниченности, если он попадает во внешнее поле и между ними есть угол, он начинает прецессировать вокруг вектора эффективного поля. И там же они добавили еще затухание, тоже феноменологически, именно так, чтобы вектор постепенно, вот этот радиус прецессии, он уменьшался, и постепенно вектор m, намагниченность, выстроилась бы вдоль внешнего эффективного поля. То есть есть так называемый field-like торг, то есть момент, действующий на намагниченность со стороны внешнего поля, и damping-like торг, момент, который приводит намагниченность в состояние параллельное эффективному полю. Так что же такое эффективное поле? Определение, которое можно ему дать, это производная свободной энергии по магнитному моменту. Давайте же посмотрим, какие вклады есть в свободную энергию магнетика. Самый простой вклад, который приходит на ум, это как наш магнитный момент, то есть наш макроспин, реагирует на внешнее поле. И его взаимодействие с внешним магнитным полем определяется энергией Зеймана. И, конечно же, намагниченность хочет выстроиться вдоль эффективного поля, вернее, вдоль магнитного поля внешнего. То есть можно сказать, что энергия Зеймана, вклад в свободную энергию, она пропорциональна скалярному произведению векторов m и h. То есть пропорционально косинусу угла. Если угол нулевой, то энергия имеет минимум. Да, здесь знак минус, очень важно. То есть, если они противонаправлены, то энергия максимальна. Но энергия стремится к минимуму. Поэтому вектор m хочет выстроиться вдоль внешнего поля. Внешнее поле, оно определяется локально для каждого макроспина, здесь никаких хитростей нет. Следующая энергия, о которой я упоминал в прошлый раз, это энергия обменного взаимодействия. Да, спасибо, Гайзенберг, еще раз, что определил нам обменную энергию. Как было сказано на прошлой лекции, эта энергия, она определяется взаимным расположением магнитных моментов, то есть как они упорядочены. Если они упорядочены параллельно, все в одну сторону, то энергия стремится к минимуму. То есть эта энергия, она определяется уже не локально, а в зависимости от взаимного расположения соседних макроспинов. То есть вот этот угол φ, он как раз нам дает определение энергии. Следующая энергия, одна из таких очевидных энергий, это энергия анизотропии. Обычно даже говорят магнитокристаллическая анизотропия, но эта анизотропия может быть наведена каким-нибудь упругим напряжением механическим. И обычно говорят, что наводится ось анизотропии. То есть намагниченность в кристалле, допустим, одноосном, ей удобно выстроиться вдоль этой оси. То есть ей не важно вверх смотреть или вниз по этой оси. Поэтому энергия определяется уже не просто синусом или косинусом, а синусом квадрат. То есть что это направление, что это одинаково эквивалентны по энергии. Здесь обращу внимание, что в российских учебниках, вот в той же книжке Бокова, которую я упоминал на вводной лекции, стоит не синус квадрат, а косинус квадрат. Поэтому параметр анизотропии k, он должен быть отрицательным, чтобы
ось у нас была легкой, ну, то есть осью легкого намагничивания. Как правило, в программных пакетах используется синус квадрат. Вот на это обращайте внимание. То есть здесь очень важен знак параметра. И нужно читать документацию, что используется. Но вот как показала практика, используется синус квадрат, чтобы сам параметр был положительный. И опять же, эта энергия, она определяется локально, то есть вот это эффективное поле анизотропия, оно очень похоже на энергию во внешнем поле. Ну, то есть внешнее поле, можно сказать, это однонаправленная анизотропия. А здесь это ось. И еще одно очень важное взаимодействие, которое определяет направление макроспинов, это диполь-дипольное взаимодействие. Ну, иногда его можно назвать энергией размагничивания. Дело в том, что вот эта энергия диполь-дипольного взаимодействия, она минимальна, когда все макроспины смотрят голова к хвосту. То есть вот на прошлой лекции была такая картинка из статьи. Слева это расчет, справа это реальное изображение нанодиска, в котором все домены выстроились по кругу. И расчет показывает, что все выстраивается по кругу. То есть вот эта энергия диполь-дипольного взаимодействия, она стремится замкнуть линии намагниченности. И получается, что вот для этого взаимодействия важно, как все макроспины друг относительно друга расположены. То есть получается, что вот это эффективное поле, оно самое сложное для вычисления, потому что оно не локальное. И по сути, если вот в энергии Зеймана и энергии анизотропии мы можем для каждого макроспина локально определить эту энергию, обменную энергию, ну здесь у нас в кубической решетке у каждого макроспина есть 6 соседей, то есть как бы 6 ячеек, то вот для диполь-дипольного взаимодействия нужно вообще все ячейки учитывать. Как это делается математически, это отдельная сложная задача, но вот это диполь-дипольное взаимодействие, это и есть тот самый камень преткновения микромагнетизма. Как в прошлой лекции было показано, кубики железа с разным размером, они имеют разную конфигурацию на магничность именно вот из-за диполь-дипольного взаимодействия. То есть, по сути, каждый вот пакет микромагнитного моделирования, он пытается как-то вот посчитать именно диполь-дипольное взаимодействие. Все остальное можно руками посчитать. Ну так, плюс-минус. Конечно, есть другие вклады в свободную энергию, но вот здесь самая важная суть уловить, что внешнее поле хочет выстроить вдоль себя, обменная энергия хочет, чтобы все спины в одну сторону смотрели, а диполь-дипольное взаимодействие хочет, чтобы они все смотрели по кругу. Уже противоречие. То есть что-то вот среднее должно получиться. Ну, собственно, здесь один из примеров, что получается. Так, ну вот я сказал, что решается уравнение Ландау-Лившица. В процессе развития магнетизма появлялись другие вариации этого уравнения. Что осталось неизвестным? То, что есть векторное произведение векторов намагниченности и эффективного поля. А вот этот член, который отвечает за затухание, он уже видоизменялся. И Гильберт в 1955 году, если мне не изменяет память, он переписал этот член вот таким образом. То есть он, по сути, заменил вот это векторное произведение на производную по времени. И показал, что вот эти два уравнения эквивалентны, только нужно менять вот эти постоянные гамма, вот здесь у меня как раз гамма, штрих гамма, и лямбда и альфа, они друг в друга переходят, и в принципе можно показать, что вот уравнение Ландау-Лившица, оно лучше описывает динамику, когда есть большая амплитуда прецессии. Уравнение Ландау-Лившица-Гильберта хорошо для малых затуханий, малых амплитуд. Вот, но по сути картинки остаются те же самыми, что есть торг, то есть угловой момент, который вращает нашу намагниченность вокруг внешнего поля, эффективного поля, и второй член, который стремится выровнять намагниченность вдоль эффективного поля. Просто у них разная запись. Здесь такой курьезный момент. Вот я сказал, что Гильберт написал свое уравнение еще в 1955 году, но вот статья, на которую лучше ссылаться, она 2004 года. Дело в том, что очень много статей ссылаются на несуществующую статью Гильберта, потому что свое уравнение он вывел и опубликовал его в диссертации кандидатской. А кандидатская его диссертация была проспонсирована военным министерством
каким-то там, поэтому диссертация его не публикуется в открытом доступе, и можно, да, найти ссылки на его статью, которой не существует. А вот эта статья существует. Так что будьте внимательны. Дальше больше. В 96 году Слончевский сделал заметку для журнала магнитных материалов и магнетизма о том, что к основному уравнению Ландау-Лившица-Гильберта можно добавить еще одно слагаемое, которое обусловлено спин-поляризованным током. Это актуально для так называемых спиновых клапанов или спиновых затворов. Что такое спин-поляризованный ток, сейчас не буду вдаваться в подробности. Вот, но смысл в том, что сам вот этот член, он как бы мимикрирует под уравнение Ландау-Лившица. То есть, опять же, здесь есть тройное векторное произведение, которое отвечает за затухание, вот здесь, и обычное векторное произведение, которое похоже вот на произведение намагниченности и внешнего поля, эффективного поля. И получается, что здесь опять же есть field-like торг и damping-like торг. И как бы особенность вот этого спин-поляризованного тока в том, что он может, его направление может быть таким, и поляризация спиновая, конечно, что он компенсирует затухание, ну, наше вот такое естественное затухание, которое есть в магнетике. А иногда, если его величина вот этого спин-поляризованного тока достаточно велика, то он не только компенсирует, но и стремится переключить на магничность. Если вам интересно, чтобы я об этом подробнее рассказал, можете оставить в комментариях об этом заметочку. И еще одно важное уточнение уравнения Ландау-Лившица, так называемого уравнения Ландау-Лившица-Блоха, стохастическое уравнение Ландау-Лившица и так далее. Я даже его писать не буду, потому что я в нем его никогда не использовал. Оставлю ссылку вот на обзор ребят, которые, собственно, его подробно вывели. Вот. Но смысл его в чем? Что вот это уравнение с членом затухания в форме Блоха, оно позволяет учитывать не только прецессию намагниченности, но и изменение его амплитуды вот этого вектора. Все предыдущие версии уравнения, они считали, что вектор намагниченности остается постоянным. А с точки зрения нашего мира, наши спины, они все-таки немножко флуктуируют из-за температуры, и поэтому суммарный макроспин, он немножко тоже флуктуирует, вернее его длина. То есть таким образом вот это уравнение, оно может учитывать влияние температуры. Если интересно вам почитать про уравнение Ландау-Лившица на русском языке, то вот оставлю слайд с 3 статьями. Вторая часть нашей лекции про то, как решать микромагнитные задачи. В прошлый раз я дал вот такую схему, что у нас есть входные параметры, некий решатель и результат расчета. По сути, вот эти все части этой схемы, они могут быть объединены в один пакет микромагнитного моделирования. Какой же пакет выбрать? Рекомендую смотреть актуальный список вот на этом сайте Европейской магнитной ассоциации в разделе Software and Tools. В частности, там есть список не только микромагнитных пакетов, но и других полезных вещей для магнетизма. И ссылка вот на статью про именно микромагнитные симуляции, микромагнитные расчеты, ну, которая уже довольно старая. В этой статье есть вот такая табличка. Как видите, она имеет очень много позиций. Здесь название пакета, год его выпуска, FE, FD. Этот столбик говорит нам, что это finite element или finite difference метод разбиения на нашего тела магнитного. Чуть позже я скажу, что это такое. GPU, соответственно, можно ли использовать графический процессор, то есть видеокарту для расчета или нет, ну и коммерческая или свободная. Давайте вот по этим 2 столбикам пройдемся, потому что они менее понятны, чем все остальные. То есть по этим 2 столбикам, в принципе, можно сделать условную классификацию. То есть вот по типу сетки, как я сказал, есть finite difference метод и finite element метод разбиения нашего тела на макроспины. Finite difference — это когда по каждой из осей у нас есть разбиение на одинаковые отрезки. А finite element — это вот разбиение на треугольники, на тетраэдры в трехмерии,
то есть более сложный метод разбиения. Но он позволяет гораздо более точно описать геометрию, так скажем, не параллелепипеда, не плоской пленки, вот цилиндра. Но есть и те пакеты. Как правило, они не пересекаются. То есть, если в одном пакете использован Finite Difference, то он как бы не подлежит, ну, то есть нельзя переключиться внутри одного пакета между вот этими двумя разбиениями. Ну, по крайней мере, я не видел такого пакета. С графическим и центральным процессором ситуация такая, что, ну, как понятно, на чем считаем. Как правило, большинство пакетов используют технологию CUDA, но вот совсем недавно я видел пакет, который использует не только CUDA, но и другие графические карты. Поэтому вот здесь написать позволил себе и не только. Ну и в отличие от предыдущей классификации по сетке, есть пакеты, которые могут считать как и на процессоре, так и на графической карте. У графической карты есть одно преимущество, о котором я чуть позже скажу, буквально через полминуты. Но сейчас хочу сказать, что вот топ-2 в научных публикациях пакета — это так называемый OOMF, Object Oriented Micromagnetic Framework, который появился в 1998 году, разрабатывается давно, разрабатывается хорошо, до сих пор поддерживается активно. Соответственно, он считает на центральном процессоре и использует Finite Difference метод, то есть разбиение на прямоугольники или там на параллелепипеды. Хорошо отлажен, оптимизирован для производительности в силу своей старости. Есть для него специальные пакеты расширения и так далее. Его конкурентом является Mumax, который работает на GPU только, то есть он использовать технологию CUDA, и если у вас нет геймерской видеокарты, то, скорее всего, у вас не получится его запустить. Вот. И преимущество вот этой технологии CUDA в том, что она может быть в 100 раз быстрее в расчетах, чем пакет UMF. Но это по данным авторов Mumax. Итак, вот пакет мы выбрали, основываясь там, какая у нас кривизна поверхности, допустим, есть у нас видеокарта, нет видеокарты, вообще какой язык программирования мы, может быть, знаем, потому что есть пакеты, которые уже управляются с Python, есть обертка, допустим, у Bermac, в которую можно встроить и UMF, и Mumax, и нам будет вообще не важно, что из них мы используем. Синтаксис задания вот начальных условий, входных параметров будет одним и тем же на Python. Дальше нам нужно понять, какой решатель мы будем использовать. Потому что, как я говорил на прошлой лекции, результат расчета, он вообще определяет тип решателя. Так, чтобы определиться с решателем, нам нужно знать, что мы хотим получить. И, опять же, вернемся к предыдущей лекции. Есть несколько задач, которые мы хотим узнать о нашей системе. Первое — это получить распределение намагниченности, конечно же, самая такая очевидная задача микромагнетизма. Может быть, нам хочется узнать дисперсию спиновых волн, а может быть, нам хочется вообще оптимизировать нашу структуру, чтобы на выходе у нас было именно вот такое распределение намагниченности, которое мы хотим. То есть как-то мы можем менять ее геометрию или там локальную намагниченность, анизотропию и так далее. То есть идти от обратного от результата. Но по сути можно сказать, что две вторых задачи, они даже достаточно малые, очень мало, когда они нужны. И вот основное, для чего создан микромагнетизм вообще вычислительный, это вот первое. И распределение магнитности, оно в принципе может быть разным. То есть, может быть, мы хотим узнать, как оно меняется со временем. То есть узнать это распределение в каждый момент времени. И скажем тогда, что это динамическая задача. Но может быть, мы просто хотим узнать, вот мы создали магнит наш в какой-то экзотической форме в виде лошади, хотим узнать, как закручена намагниченность у нее в ухе. Ну вот, к динамически можно отнести как раз спиновые волны, как они распространяются, ферромагнитный резонанс, какая у него частота, допустим. Движение доменной стенки тоже переменная намагниченность, переменная во времени и пространстве, как вихри возбуждаются. Итоговое распределение намагниченности можно привести вот примеры как стабильное магнитное состояние, то есть
какая кривая гистерезиса у нашего образца, фазовой диаграммы, то есть где там у нас спиральная структура, где какие доменные стенки и так далее. Да, вот профиль доменной стенки, блоковская, она не нейлевская и так далее. Какой же решатель выбрать вот для этих двух подзадач, так скажем? Для динамических задач достаточно понятно, нужно решать уравнение Ландау-Лившица, оно, собственно, динамическое, говорит нам, как процессирует вектор намагниченности. Здесь ничего хитрого придумывать не нужно. А для итогового распределения намагниченности решение Ландау-Лившица-Гильберта может быть слишком долгим. То есть, может быть, это распределение, оно образуется на временах несколько миллисекунд, а типичный период прецессии – это, наверное, меньше наносекунды, то есть это несколько гигагерц в ферромагнетике. И можете представить, что шаг, с которым мы хотим узнать прецессию намагниченности, он должен быть еще раз в 10 меньше, чем период прецессии. Какие же у нас есть альтернативы? Для этого вернемся немножко назад, вспомним про эффективное магнитное поле, что оно задается профилем энергии свободной. Давайте посмотрим, вот, допустим, мы хотим рассчитать кривую гистерезиса. Что такое кривая гистерезиса? Это фактически последовательность стабильных состояний, стабильных по энергии. То есть, если мы возьмем точку вот 1 на кривой, то здесь у нас по магнитному полю есть два состояния. И, допустим, мы идем справа налево. То есть у нас этот минимум 1, он немножко ниже по энергии, то есть у нас образовался второй минимум, но система, она еще не может перепрыгнуть через барьер. Мы увеличиваем магнитное поле, делаем его уже отрицательным. У нас как-то вот локально все искривляется. Наши макроспины как-то уже в букву S выстраиваются, но при этом система еще не может перепрыгнуть в состояние через барьер. Она находится уже в таком метастабильном состоянии. И когда уже поле у нас огромное, у нас этот минимум исчезает, и система скатывается уже в другой минимум по энергии. И, соответственно, мы уже знаем, что все спины, макроспины переключились влево. Вот. Но что здесь важно? Что нам не нужно знать, как эволюционировала система во времени между вот этими тремя состояниями на микроуровне. Нам важно, что система свалилась или не свалилась в минимум по энергии. Поэтому мы можем считать не уравнение Ландау-Лившица, а вот профиль энергии, той самой свободной энергии, которая входит в уравнение Ландау-Лившица, ну, в виде эффективного магнитного поля. То есть нам нужно эту энергию минимизировать, ну, каким-то методом градиентного спуска. И обычно в пакетах микромагнитного моделирования есть отдельный решатель для уравнения Ландау-Лившица, а есть отдельный для минимизации энергии. Вот, читаем туториал и выбираем нужный. Но уравнение Ландау-Лившица не настолько бесполезно в этом примере, потому что иногда люди такие, ну, наверное, мы не хотим считать энергию, а мы можем считать уравнение Ландау-Лившица. Исхитряются так, что либо убирают вот этот член, отвечающий за прецессию, то есть остается только затухание, и намагниченность просто устраивается вдоль эффективного поля. Либо ставят очень большое затухание, там, ну, обычно 0,5 и более, чтобы вот эта прецессия не длилась многие-многие периоды, а сразу затухала. В нашей команде в недавно опубликованной статье для надежности мы использовали оба шага. И мы использовали оба шага, потому что мы считали, как распространяются спиновые волны. И не всегда минимизация энергии дает уже точно выровненная намагниченность вдоль эффективного поля. И поэтому, когда мы переходим от минимизации энергии к решению Ландау-Лившица для возбуждения спинных волн, мы видим, что даже если нет никакого внешнего воздействия, волны все равно возбуждаются, потому что состояние еще не достигло уж совсем точного минимума. В этой статье мы использовали оба подхода. Да, можете нас поздравить, что эта статья вышла не так давно, и поставить лайк этому видео, процитировать статью, ну или просто почитать, посмотреть, как мы мыслим, как мы работаем. Ну вот на этом слайде, взятом из туториала создателей УМФ, приведен график, как отличается время расчета от выбора решателя. То есть вот синие и зеленые символы – это уравнение Ландау-Лившица решения, а красные – это уже вот метод
наименьшего спуска минимизации энергии. И видно, что метод минимизации энергии гораздо быстрее уходит уже в минимум, чем метод решения Ландау-Лившица. Поэтому знайте, что можно минимизировать энергию. Итак, две другие задачи, довольно специфические, но о них стоит упомянуть, потому что для них уже придумали специальные пакеты микромагнитного моделирования. Так, для расчета дисперсии спинных волн обычно как делают люди? Берут синк возбуждения, то есть локализованный и во времени, и в пространстве по функции синк, смотрят, как прецессируют намагниченность в нашей структуре из вот этих временных пространственных распределений, берут Фурье преобразование и получают дисперсию. То есть, по сути, нам нужно посчитать много-много периодов прецессии и потом это все обработать. Команда из Германии, из города Дрезден, пошла другим путем. Они создали вот пакет TetraX, о котором я упоминал в прошлый раз. Они ориентированы, вот этот пакет ориентирован именно на решение волновых задач. То есть там идет не решение Ландау-Лившица, а разбиение на, собственно, волновые моды магнитной динамики. И поэтому то, что вот на Мимаксе занимает там, может быть, даже 2-3 дня, у них занимает это там 2-3 минуты. Про обратную задачу я тоже упоминал на прошлой нашей встрече, на лекции. Например, нам нужно как-то оптимизировать геометрию нашей системы, чтобы на выходе получилось то, что мы хотим. И авторы вот статьи, которую я упоминал в прошлый раз, они написали алгоритм, который, в принципе, решает уравнение Ландау-Лившица, на выходе получает какую-то вещь и дальше смотрит параметры нашей динамики, они нам подходят или нет. Если не подходят, снова прогоняем. То есть они взяли Mumax, если не ошибаюсь, написали свой алгоритм и оптимизировали систему. В 2023 году появилась программа Magnum NP, написана на Python, и там уже есть этот модуль, который может оптимизировать. То есть также у этого пакета Magnum есть другие модули, которые считают, допустим, уже картинку в микроскопе, в лоренцовой микроскопии и так далее. Итак, допустим, мы пакет микромагнитного моделирования скачали, с решателем определились, что мы хотим. Дальше не все так просто. Нужно думать, что мы заводим в нашу систему, в наш пакет. Какие есть подводные камни, тоже нужно знать. Потому что мы работаем не с реальной физикой, где все для нас подводные камни. Как природа работает, мы не знаем. Только можем в нее тыкать палкой и смотреть, что получилось. А тут мы заводим в компьютер, и он нам что-то выдает. Так вот, как правильно завести все в компьютер? Какой размер ячейки выбрать? На прошлой лекции я говорил, что есть вот макроспин, это несколько спинов, то есть обычно это несколько нанометров, но несколько нанометров довольно нечеткое понятие. Как же понять, сколько вешать в нанометрах? Обратимся к физике, к нашему реальному миру. Вот здесь есть замечательная фотография на просвечивающей электронной микроскопии из вот этой статьи, на которой видно, что есть наши наночастицы, ну не в нашей, а в их наночастицы, разные области, серые, светлые, темные. На самом деле это разные домены. Вот, вообще, если вам интересно узнать про разные методы магнитной микроскопии, как увидеть эти домены, то можете прочитать вот эту статью, довольно такая обширная, или написать в комментариях, и я сделаю отдельную лекцию про то, какие методы визуализации магнитных микро-наноструктур существуют у физиков в реальном мире, а не на компьютере. Так вот, если взять срез, вернее, взять профиль намагниченности вот вдоль этой красной линии, то получится он вот таким, наверное, арктангенсом. Черная кривая – это аналитическое выражение, которое получили все те же Ландау и Лившиц для профиля доменной стенки. И так называемая толщина доменной стенки, которая может быть выражена как дельта, определяется некой длиной L-exchange, что это такое чуть позже, с коэффициентом π. Это все можно посчитать теоретически. Здесь важно, что вот у нас есть изменение намагниченности в пространстве, и как бы нужно наверняка нам разбить нашу
структуру на такие ячейки, чтобы каждая ячейка была меньше, чем вот эта ширина доменной стенки, чтобы нам правильно описать ее структуру. С другой стороны, в микромагнетизме можно придумать такую задачу: а вот какой должен быть размер частицы, чтобы она разбилась на домены? Вот в этой структуре минимум имеют диполь-дипольное взаимодействие, ну, то есть энергия диполь-дипольного взаимодействия. Но появляются доменные стенки, внутри которых намагниченность как-то поворачивается. Поэтому она поворачивается против обмена. В однодоменной состоянии энергия обмена минимальна, потому что все спины выстроены в одну сторону, но энергия диполь-дипольного взаимодействия не нулевая, потому что нету как бы замкнутого профиля намагниченности. Поэтому существует некий радиус. Когда частица выгодно больше, если частица больше этого радиуса, то ей выгодно разбиться на домены. И вот есть вычисление, что он пропорционален все той же самой лямбда exchange. То есть и здесь L exchange, и здесь L exchange, то есть обменная длина. Вот, очень важное понятие – обменная длина. Иногда можно услышать характерная длина, но ее применяют именно вот к этому радиусу. То есть когда частица переходит из монодоменного состояния в мультидоменное, не надо их путать. И, наверное, нам все-таки лучше ориентироваться на вот эту длину. Но вычислить ее можно по-разному. И вот в этой статье 2013 года идет обсуждение, какую же длину нам использовать. И вывод такой, что можно, если у нас материал имеет очень большой параметр анизотропии, то нужно использовать обменную длину вот в таком виде, когда параметр обмена делится на параметр анизотропии. Но если же у нас анизотропия кристаллографическая именно, она отсутствует, ну или маленькая, то основной вклад в анизотропию вносит форма, то есть диполь-дипольное взаимодействие. И здесь уже параметром анизотропии должно выступать поле размагничивания, то есть можно ввести некую эффективную константу размагничивания или диполь-дипольного взаимодействия и уже на нее делить. Можно сказать, что в магнитомягких материалах, где мала анизотропия, нужно использовать вот это выражение, для магнитожестких вот такое выражение. Но для нас важно, что размер ячейки, на которой мы разбиваем нашу модель, он должен быть меньше, чем любая из этих величин. То есть он не должен превышать ее. И опять же, авторы УМФ, они приводят вот такой график, где серая линия сплошная – это вот та самая доменная стенка, ее профиль, рассчитан аналитически по формуле от Ландау и Лившица, а символ – это расчет. И видно, что если мы возьмем удвоенную длину обменную, ну, то есть размер ячейки в 2 раза больше, чем обменная длина, то у нас намагниченность меняется скачком, то есть намагниченность на 180 градусов переворачивается, что, конечно, не физично. А вот треугольнички, они очень хорошо описывают этот профиль, и это вот половинка обменной длины. И максимальный угол между соседними макроспинами уже будет 30 градусов. И таким образом можно посмотреть для каждого материала, какой у нас должен быть размер ячейки. То есть вот для классических таких ферромагнетиков, ну, меньше из этих величин порядка нескольких нанометров. То есть, собственно, то, о чем мы говорили на прошлой лекции. А для неодимового магнита, у которого супер огромная анизотропия, то есть это вот те магниты, которые сейчас самые сильные, можно купить на Алиэкспрессе, у него уже меньшее значение имеет обменная длина, связанная с анизотропией. Она уже вот 1,7 нанометра. То есть размер ячейки лучше брать где-то там 1 нанометр, 1,5 максимум. Вообще рекомендация такая, что сетка не должна быть грубее, чем вот эта обменная длина. Второе, очень важно, насколько поворачивается намагниченность в соседних макроспинах. Большинство пакетов могут это выдать. То есть не нужно самому смотреть по всем ячейкам, а это значение выдается самим пакетом. И лучше использовать меньше 30 градусов. Вот, но 180 уж точно не должно быть. Идеально, если есть возможность, то сделать расчеты с несколькими ячейками, ну, то есть с несколькими размерами ячеек, и посмотреть, где у нас сходимость идет. То есть не нужно супер маленькую ячейку делать, потому что нужно как бы можно считать до бесконечности, если сделать ее супер мало. То есть вот здесь, опять же, график из того же самого туториала.
при уменьшении размера ячейки в расчете с 1 нанометра до половины нанометра время расчета увеличивается более чем на порядок. Можно считать супер точно, но супер долго. Вот, неочевидный параметр, то есть если с длиной обменного взаимодействия, которое является физической величиной из нашего физического мира, то вот количество ячеек, оно... Вот у нас есть размер тела, мы его разбиваем на ячейки размером меньше, чем обменная длина, и получаем количество ячеек. Но не все так просто. Дело в том, что, как правило, диполь-дипольное взаимодействие рассчитывается с использованием быстрого преобразования Фурье, которое использует уже степени двойки. Поэтому лучше использовать количество ячеек такое, чтобы оно равнялось вот такому числу, где n это целое число, то есть целой степени, 2 в целой степени. И вот создатели Mumax в своем туториале, они приводят вот такой график зависимости скорости расчета от количества ячеек. Считают они, напомню, на графическом процессоре. И видно, что сплошные квадраты, то есть это степень двойки, они имеют самую высокую скорость. То есть они как бы идут поверху вот этих всех остальных вычислений. Вот. Но что примечательно, что пустые квадраты – это числа, то есть количество ячеек, которые меньше, вернее так, которые удовлетворяют такому условию, что оно делится на 2, на 3, на 6, на 5, ну то есть все, что меньше семерки. Рекомендую посмотреть вот этот туториал, там они более понятно объясняют. На этом слайде основная такая мысль, что количество ячеек, как ни странно, имеет значение для времени расчета. Так что будьте аккуратны. Не для физики, а для времени расчета. Так, что же еще нам нужно знать про численные расчеты? А то, что в идеальном мире компьютерных вычислений мы хотим найти точку равновесия. И вот если у нас энергия свободно имеет форму параболы, то здесь все достаточно просто. Если она имеет вот какую-то более сложную форму, то здесь, в принципе, тоже у нас точка равновесия. Но если она у нас имеет форму перевернутой параболы, то вершиной этой параболы тоже является точкой равновесия, потому что система как бы не знает, куда свалиться. В реальном мире у нас есть флуктуации от температуры банально, и система куда-то сваливается. А на компьютере система настолько идеальна, что и я не хочу ничего решать. Я не буду сваливаться непонятно куда. Вот. И есть еще один нюанс. Из-за того, что мы разбиваем нашу систему, наш физический мир на дискретные части, то и поле разбивает потенциал энергии на дискретные части. И поэтому появляется еще локальный минимум. И поэтому системе еще сложнее куда-то свалиться. Тут нужно знать, что суперсимметричная система, суперсимметричные параметры, они дают нам точки равновесия. Неустойчиво, но система в них и остается, никуда не движется. И при этом еще могут появляться малые ложные минимумы. Как это выглядит на практике? Вот опять же от создателей УМФа пример, что у нас есть прямоугольник, ну то есть пленка, вырезанная в форме прямоугольника, и поле направлено вдоль грани этого прямоугольника. И тогда намагниченность на углах, она не знает, куда свалиться. То есть ближе к этому углу, то есть ближе к этому. То есть как бы куда смотреть-то. Но при этом вот это состояние намагниченности, оно не устойчивое. И если повернуть на 1 градус внешнее поле, то вот уже она свалится в такую S-shape, так называемой намагниченности, которая уже является устойчивым и имеет физический смысл. То есть рекомендация такая, не выравнивать поле вдоль осей анизотропии, граней куба или там вдоль каких-то суперсимметричных вещей. Также нужно помнить о шаге по полю, особенно, то есть это касается, конечно, расчетов гистерезиса. То есть вот идеально, если идем мы с малым шагом, вот у нас есть 2 минимума по энергии, мы немножко увеличиваем поле, этот минимум становится меньше, этот глубже, но система как бы находится еще вот с этой части гистерезиса, и она не может свалиться вниз, в нашем физическом мире. В расчетном она тоже тут немножко осциллирует, локализуется и все. Когда мы переходим в точку С, этот минимум уже исчезает, и система скатывается сюда. Все отлично.
Но если взять очень большой шаг по полю, то вот из этого состояния система перейдет в состояние, в котором есть два минимума, но она как бы проскочит этот минимум, потому что профиль энергии изменился супер сильно. Как же мы узнаем, что система пришла в равновесие? Нужно ввести критерии остановки. То есть локально мы знаем, что у нас потенциал как-то выровнялось, но вот если у нас профиль энергии имеет такой вид, то, конечно, это уже систему надо остановить, а если такой, то останавливать не нужно. Для уравнения Ландау-Лившица можно ввести критерии остановки, такие, что либо вот торг равняется нулю, ну то есть в математике, конечно, нуля у нас не будет, будет какая-то малая величина, либо вот эта часть равняется нулю, отвечающая за затухание, то есть тройное векторное произведение, либо, если мы решаем динамическую задачу, просто говорим, вот мы считаем там распространение спины уклон в течение 1 наносекунды. Вот надо смотреть в зависимости от того решателя, который мы используем, и вообще то, что нам нужно. Опять же, думать. Хорошо, допустим, мы сами написали вот этот программный пакет или скачали его. Откуда мы знаем, что результат расчета, который он выдает, вообще физичен? То есть где тот самый критерий правильности решения? Ну, критерий правильности решения, конечно же, эксперимент физический, но не всегда это возможно, не всегда это нужно. И можно вести такие идеализированные эксперименты, что, собственно, и было сделано сообществом, в частности, Институтом стандартизации Соединенных Штатов Америки. И они ввели вот такие так называемые стандартные проблемы, стандартные задачи, их 5 штук. Расчет гистерезиса, расчет динамики намагниченности, минимизация энергии и вот как действует как раз спин-поляризованный ток на движение вихря. И если кто-то пишет микромагнитное моделирование, вот у этих задач известные решения, конкретные параметры, вводим в свой программный пакет и смотрим. Ну, каждая задача, она выглядит примерно вот так, что есть кубик размером L, и нужно вычислить, когда энергия цветочного состояния, то есть flower state, равна энергии вихревого состояния. То есть вот этих двух состояний. Для этого у нас есть геометрия, магнитостатическая энергия, ну, собственно, которая через анизотропию формы задается. Одновосная анизотропия, куда она направлена, и то, что мы должны получить. Собственно, мы решаем у себя на компьютере, смотрим, что есть на сайте, сравниваем, говорим, да, все, пакет работает. Вот по этой ссылке можно эти все задачи посмотреть. На этом у меня на сегодня все. По сути, какую-то вот вводную часть про практический микромагнетизм на 2 лекциях я рассказал, которую хотел. А дальше планирую двигаться уже к практике, то есть смотреть, как решаются задачи моделирования в конкретном пакете программном. Вот, но чтобы курс был более общий, не для какого-то программного пакета, а для всех. В дальнейшем я планирую в каждой лекции рассматривать сначала теорию, а потом уже практику. То есть посмотреть, как решалась задача до появления компьютеров и как она решается на компьютере. То есть чтобы у нас была теоретическая зависимость и численные эксперименты, и уже мы их можем сравнивать. То есть статическая задача, динамическая задача. Вот посмотрим, как это делается на практике, чтобы было визуально понятно, как разбивается структура на макроспины, куда вводятся параметры, как они задаются, внешнее поле, анизотропия и так далее. Ну, а дальше уже посмотрим, как пойдет, поедет. Так что вот такие планы на будущее. На этом на сегодня все. Если вам нравится курс, напомню, что вы всегда можете подписаться на канал, поставить лайк и процитировать нашу статью, в которой мы совместили с коллегами вот эти два подхода. Написали теорию, потом сделали численный эксперимент. Пишите комментарии, это помогает алгоритмам YouTube продвинуть видео для тех, кто тоже интересуется магнетизмом. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это тоже все для продвижения микромагнетизма и магнетизма в целом на всех платформах, не только на YouTube, на Дзене тоже выкладываю этот курс. Так что все, спасибо за внимание.